Привет, друзья! Это Анна, и вы на канале «Не психология», где я говорю о саморазвитии, исходя из личного опыта и из того, в чем убедилась на личном примере. Давайте поговорим об НЛП, нейролингвистическом программировании. Дисциплина, у которой мой канал берет свои истоки. Кто-то о ней вообще никогда ничего не слышал, а кто-то слышал, да не то. Вокруг этой дисциплины существует очень много мифов, что якобы она создана для того, чтобы грязно манипулировать людьми и может быть направлена лишь на доминацию одних и подчинение других. Так ли это на самом деле? В этом ролике я постараюсь развеять мифы насчет этой темы и расскажу, что же такое НЛП. Итак, что же такое НЛП? Как я уже упомянула ранее, аббревиатура НЛП расшифровывается как нейролингвистическое программирование. Если говорить простым языком, НЛП – это психология, основанная на опыте, методы и инструменты которой могут быть направлены на улучшение нашей жизни. Иными словами, это способ измерения, использования и изменения психологических метапрограмм человека, основанных на моделировании поведения людей, преуспевающих в какой-либо области для достижения тех же результатов. На самом деле, если задуматься, то окажется, что каждый из нас тем или иным образом моделирует людей, которые находятся с нами рядом. Мы как бы неосознанно копируем физиологию, мимику, привычки и даже черты характера окружающих нас людей. И если дисциплина НЛП основана на моделировании других людей для того, чтобы достичь тот же результат, то можно сказать, что мы и так каждый день используем НЛП просто неосознанно. Сейчас хочу рассказать вам немножечко предыстории. НЛП сравнительно новая дисциплина, которая была основана в 1970-х годах Ричардом Бендлером и Джоном Гриндером. Джон Гриндер был профессором лингвистики в одном из калифорнийских университетов. Бендлер же был студентом этого университета и изучал математику и компьютерные науки. При этом Бендлер обладал незаурядными способностями в выявлении, а также в четком описании моделей самых различных процессов, в том числе человеческой коммуникации, основанной на моделировании успешных людей для того, чтобы получить тот же результат. Таким образом, он решил связать свои знания о компьютерном программировании со своими способностями в коммуникации. Иначе говоря, процессы программирования компьютера он спроецировал на самый мощный, самый удивительный компьютер в мире – человеческий мозг. Позже, когда Гриндер и Бендлер стали работать вместе, они объединили свои знания и открыли нам дисциплину, которую мы знаем теперь под названием НЛП. В наше время уже по всему миру существуют институты НЛП, и люди используют НЛП в областях, связанных с физическим и психологическим здоровьем, бизнесом, спортом, образованием и во многих других областях жизни. То есть изначально НЛП было создано для того, чтобы помогать людям добиваться своих целей в кратчайшие сроки. И многие люди в нынешнем мире применяют его именно во благих целях. Однако есть и люди, которые используют НЛП в недобросовестном ключе, применяя его для манипулирования людьми. В связи с этим многие люди стали бояться этой дисциплины и неправильно истолковывать ее значение. Но мы с вами, конечно же, понимаем, что люди бывают разные. Бывают хорошие люди, бывают люди не очень. Например, когда ученые создавали электричество, они ведь хотели направить его во благо обществу, для того, чтобы мы могли с вами приготовить себе покушать, для того, чтобы мы могли читать не в кромешной тьме, да? Но есть ведь и люди, которые используют свет для того, чтобы причинить кому-то боль или в корыстных целях. То есть, повторюсь, все люди разные, и важным становится лишь то, как мы собираемся использовать знания НЛП или же электричество. При грамотном подходе и правильном использовании НЛП можно существенно облегчить жизнь себе и окружающим нас людям. Дисциплина НЛП прекрасно заверяет нас в том, что для того, чтобы достичь каких-то изменений, не нужно ждать годы. Изменения возможны прямо здесь и прямо сейчас. Также НЛП утверждает, что наши жизненные трудности можно решить за тот же промежуток времени, за который они у нас и появились. Ведь появляются они у нас за мгновение, так почему же мы должны страдать годами в попытках от них избавиться? На этом канале я всеми своими силами буду стремиться помогать вам в преодолении жизненных трудностей, а также становиться лучше,
при помощи техник, основанных на НЛП. И хочу вам все-таки напомнить, что каждая личность уникальна, и каждому человеку нужен свой особенный ключик для раскрытия своего потенциала. И именно поэтому мы будем разговаривать о стратегиях, которые помогут реализовать вам ваши цели и прокачать свою личность именно тем путем, который будет наиболее коротким и подходящим именно для вас. Пока!